еще переделку. Вот так вот. Идем к грумеру. Сегодня 26 число, нам надо до 27. Пока отвела Чупсика к грумеру, сама воспользовалась моментом, вернулась домой, быстро сбегала в магазин. Первый раз попробовала гаспачо в Испании в магазине Меркадона, где я влюбилась раз навсегда. За это все я дала 157 злотых. Не знаю, дорого-недорого, но обычно. Сколько от него? От этого маленького комочка шерсти. Это самый лучший грумер, которые я когда-либо встречала. Я советую просто от всего сердца. И на утро это так вкусно, вообще не оторваться. Без Чупсика не получится ни одна вкусняшка. Самый красивый вид, только за этот вид, мне кажется, мы платим дороже. Но я очень скучала, если честно. Всю неделю была ужасная погода, холодно, дождь. Вроцлав, конечно, очень красивый, наравне с Краковом, таких два самых интересных города. Виды, конечно, прикольные, но было очень ветрено. Следующую командировку мы все ожидаем уже в Хатфилд, это в Англии. Зашел еще перед отъездом в корейский магазин, набрал всяких вкусняшек, лапши. Вот так мы, еще переделку, вот так вот, идем к грумеру. Вообще у нас неделя насыщена. Некогда ничего делать, некогда нечего делать, нужно, знаете, ничего не делать. Все время куда-то идем, куда-то спешим. Мы тут, знаете, чередуемся. Он лежит, сидит в таком кенгуру, потом идет своими лапами. Ну просто это невыносимо. Он, знаете, он 5 минут идет спокойно, но просто он очень любопытный, он просто еще маленький. И листик полетел, все, он уже не сконцентрирован на том, что надо идти. Он же листик. Либо ему надо все понюхать, либо надо все узнать. Ну, короче, очень сложно. Поэтому я взяла такой кенгуру и думаю, большую часть я его пронесу. Ну и где-то поведу, где-то пронесу. Потому что мы бы добирались 3 часа. Мы и так уже немножко опаздываем. А я ненавижу опаздывать. Тем более, когда ждут люди. У нас тоже сформировано... Привет! А наш тоже время свое... ну, как-то организовывает. И как-то некрасиво опаздывать. Короче, не люблю, и поэтому пытаюсь как-то насильственно тянуть Чупи. Он не хочет сидеть, видно, лапки дают. Не хочет, видите, как он сидит? Только ноги тут вот стоят, а лапы верхние тут. Ну, вот так. Сложно, но делаем это. Потом покажу результат. Запомните этого обросшего чупакабрика. 1 minute, 37 seconds later. Блин, капец. Сегодня 26 число, нам надо до 27. То есть я перепутала, подумала, что сегодня 27. Блин, в отпуске сложно считать, не подумала, что сегодня 27. И мы еще переделку дошли до самого конца. И я такая думаю, дай посмотрю, какое сегодня число. Такой смотрю, 26. Блин! То есть мы шли 40 минут, щупя пешком. Только сейчас я его посадила опять, потому что сложно, как я уже говорила. Блин, как мне обидно возвращаться. Вы не представляете, еще и завтра идти столько же. Ну ладно, зато такая хорошая прогулка. Сейчас как будет спать, наверное, сейчас уснет. На него вообще эти дни-то супер насыщенные. Куда-то ходит везде со мной. Знаете, его везде с собой тягаю. Ну, по возможности, конечно, когда в поликлинику ходила, то не тягала. Ой, думала, зайду в магазин. Пока он там будет у грумера, прикуплюсь. Ага, хер. Завтра, значит. Сегодняшний день у нас, конечно, очень интересный. Саше пришла посылка, какое-то письмо, я не знаю, посылка. И до 27-го нужно забрать. 27-го завтра. 27-го я должна была... 27-го должно было быть сегодня, но до завтра. Это что мы не попали к грумеру. Ну, собственно говоря, нам надо было зайти и забрать эту посылку. А я не знаю, дадут мне посылку, нет. В итоге иду на эту почту, узнаю. Блин, и Чупи уже. Чтобы вы понимали, как сложно ходить с этой собакой. Вот там 2 собаки. И вот еще собака сидит и ждет, пока я отпущу к другим собакам. И не пойдет, вот будет сидеть, пока эти собаки не отойдут далеко. Иду в эту почту, тут ремонт. Блин, сложно еще ходить.
Иду на эту почту. Отдали! Я даже не знала. Блин, такая паника. Это женщина такая. Я ей так все, знаете, быстренько на скорую руку все рассказала, что моего мужа нету, надо дайте, пожалуйста, дайте посылку, вот все документы. Дайте все документы, как бы, ну, паспорт. И там все подтверждают, что там мой муж, что мой Саша, что мы живем вместе на одной улице, в одном доме, в одной квартире. Ну, чтобы она поверила. Ну, короче, отдала. И она такая: да, пани, подождите, не тараторьте. Она мне говорит: да не тараторьте, дайте мне хотя бы посмотреть, что там за документы. Короче, отдали просто какое-то письмо. Еще посмотрим, что-нибудь любовное. Пока отвела Чупсика к грумеру, сама воспользовалась моментом. Он там будет где-то 2,5 часа, но обычно не больше. Я вернулась домой, быстро сбегала в магазин. Вернулась. Все купила, еле дотащила, потому что оставлять Чупсика одного для меня это стресс. Хотя я знаю, что надо, и в принципе периодически я это делаю, но когда тут Саши нет, у него и так стресс. Хотя, может, знаете, он только выпендривается. Ну, знаете, так: не, пожалуйста, не уходи. А как только ухожу, он такой: да. На самом деле мы видели в камеру, смотрели, он реально страдает, ему сложно, ему больно. Поэтому я решила за эти 2,5 часа успеть по максимуму. Завтра приезжает Саша. Он заказал, чтобы я что-то приготовила, такое, знаете, легкое и вкусное. Поэтому я купила овощей, еле дотащила. Сейчас покажу, что принесла. Сейчас быстренько распакуюсь. Я даже еще не завтракала. И Чупи, кстати, тоже. Он не захотел. Не знаю, ладно, посмотрим. Ой, что там, как будет. Еще буду разбираться. У нас еще так дома темно. Надеюсь, не будет дождя, потому что скоро идти забирать Чупи, и это не самое приятное. Под дождем. И так мне супер круто идти с ним. А если еще дождь, то это вообще... Еще покажу, что купила. И вот так я еле дотащила. Купила, наконец-то, вазон для цветка, которого хочу пересадить. И... вот тут все. Сумки очень тяжелые, но еще и в рюкзаке. Сейчас покажу. Минутку терпения, ребята, минуту терпения. Итак, начнем. Значит, покажу, что купила. Был на скидке лосось. Взяла 3 упаковки. Потом мне для моего блюда, ну, для сладости, нужна была типа нутеллы. Ну, была нутелла, но нутелла дороже, поэтому я подумала, какая разница, мне все равно там только пару ложек добавить. Потом покажу, что я буду делать. Мы уже делали, это очень вкусно. Супер мороженое. Вы знаете, что мы являемся амбассадорами, не постесняюсь это сказать, джелателли. Мы просто обожаем мороженое. Именно джелателли, не бон-джелати, а джелателли. Практически все мороженое, что мы ели, это очень годное, вкусное. И вот какое-то новое такая появилась. Новый вид мороженого. И я уже попробовала, это уже 2-я пачка, очень вкусно. 2-я пачка будет и 3-я, и 4-я, и 10-я. Потом взяла помидорки тоже мне для блюда. Это для утра. Какие такие были бэби-морковки. Цукини. Био, не бэби. Ну и бэби тоже маленькие. Цукини. Это вот мне для блюда вместе с помидорами. Сашка сказал, что хочет что-то легкое. Я поэтому подумала, что приготовлю ему там овощей и такой овощной суп. И там не обязательно в этом овощном супе нужен перчик. Потом хлеб. И я обожаю гаспачо. Когда тут испанская неделя, я всегда беру. Первый раз попробовала гаспачо в Испании в магазине Меркадона. Он вроде даже фирмы меркадоновской был, гаспачо. Господи, я влюбилась раз навсегда. С тех пор понимаю, что это мой самый любимый такой напиток. Хотя сам суп гаспачо, который вот я пробовала там в заведениях, мне тоже очень нравится. Короче, хлеб. Взяла вот такой мытый картофель немного, спаржа. Ой, это вообще самое любимое. Короче, приготовлю Саше спаржу, цукини, помидорка и овощной суп. Мне посоветовали, что нужно Чупику дать какое-то такое типа народное средство. Ромашковый чай. Такой, попробуйте, говорят, что помогает от желудка. Хочу попробовать, вот купила, посмотрим. От боли желудка, у него там газы, постоянно какие-то проблемы. Короче, попробую. И вот мой любимый чай. Я его так давно не видела, он так редко продается. В Лидле тоже. Но моя любимая вот ромашка и карамель. Но его просто обожаю. Но он очень редко почему-то. Не знаю, может в нашем магазине редко. Если не видели, попробуйте. Я правда советую. Такой приятный вкус. И ничего не нужно к чаю. Он такой сладенький. Это я уже показала. Ну в принципе и все.
принципе, все вам показала. Вот, и буду собираться уходить. И за это все я дала 157 злотых. Плюс тут много чего было на скидке. Короче, вот так. Не знаю, дорого-недорого, но обычно. Конечно, ну тут из мяса снова ничего такого нету. Ну, овощи, они сейчас не очень дешевые. На скидке, но не очень дешевые. Но у меня тут 3 куска рыбы. Конечно же. Гаспачо стоит 10 злотых. Горшок мой, который купил для цвета, 10 злотых. 10 злотых, 10 злотых. Там уже и 150 наберется легко. Пришла забирать Чупи и хотела показать, сколько от него, от этого маленького комочка шерсти. Господи, он весил, а нам сказали ветеринарки, что он на 100 грамм похудел. Я представляю, сколько он здесь похудел после этой шерсти. Забрала собаку. Посмотрите, не узнать, такой худой. И реально, он грамм 200, думаю, скинул. Ой, так люблю нашего грумера вообще. Я не знаю, это самый лучший грумер, который я когда-либо встречала. Очень приятная девушка. Она русскоговорящая, но она очень хорошо знает польский, она что давно живет. Но она принимает только маленьких и средних собак. У кого здесь есть собаки и живет тут в Лодзе, я советую просто от всего сердца нашего грумера. Она просто лучшая. Во-первых, она такая чуткая, и она никогда не пичкает собак какими-то таблетками, знаете. Ну, бывает такое, что дают, типа, такие таблетки для того, чтобы собака успокоился. Ну, и вел себя приятно, хорошо. Вот, и, ну, Чупи как бы всегда хорошо себя ведет. Она рассказывает, он то спит, то стоит, как бы вообще спокойный. Собственно говоря, я ее советую от души. Она самая лучшая. Кто здесь живет, напишите в Инстаграм, я вам дам ее контакты. Просто я ее обожаю, не знаю. Если она уедет в другой город, я не переживу. Я не знаю, кому будет ходить Чупи. И вот, она мне рассказала, что здесь очень часто дают собакам такие какие-то снотворные таблетками. Их пичкают без разрешения, как бы даже не спрашивают у хозяев. И чтобы собаки успокаивались, и тогда их как бы стригут, ну и делают там все такие дела. Вообще. Еще она сказала, говорит, если я когда-нибудь пойду на выставку, то можно я возьму вашего Чупи? Ну, на выставку, где стригут, там на выставку грумеров. Я говорю, конечно, берите. Если хотите, берите, нам не жалко. Блин, такой красивый, худой, я не могу. Ну, худой это даже не комплимент, все-таки надо, чтобы он поправился немножко. Посмотрите, какой красивый птик. Уши такие вообще супер. Она так красиво стрижет собак. Так уши разлетаются вообще. Идем, прошелся немножко сам. Теперь несем, потому что идти с Чупи, я уже раз то говорила, это очень сложно. Он нюхает каждый метрик, каждый миллиметрик. Small New York, New York style. Wondering if it's on purpose that some of the Хочу вам показать, как я готовлю вот такие вот конфетки. Это очень легко и нереально вкусно. Ну, посмотрите, они такие классные, кругленькие. Это реально очень легко и вкусно. Покажу вам этот рецепт быстренький. Сама его недавно видела в интернете и пользуюсь, уже не первый раз готовлю. Мне, значит, понадобилась нутелла. Ну, у меня когда была сгущенка, я сгущенку добавляла. Но сейчас у меня нет, вареная сгущенка. Но это не нутелла, кстати, это... Ну, похоже что-то на нутеллу, но не нутелла. Как бы я купила ее в Лидле, и это на 90% похоже по вкусу на нутеллу. Не знаю. Возможно, это одно и то же. И вот такая масса у меня получается. Мы берем маскарпоне. Я взяла 2 пачки, просто много конфет решила сделать. Берем 2 пачки маскарпоне
И на вкус я добавляю там 4 ложки, 5 ложек. Ну, на вкус, знаете, что сами смотрите по сладости. И больше ничего. Очень хорошо размешиваю. И получается вот такая масса. Потом я беру крошку. Можно любую крошку. Крошку ореха или кокосовую стружку. Ну, на вашу фантазию. У меня было печенька. Я его раскрошила. И вот так вот в печеньке окунаю. Очень тоже вкусно. Уже не первый раз так делаю. И вот так вот обваливаю в этой крошке. И формирую потом вот такой вот кружочек. Ну вот. У меня одной рукой, конечно, он не получится такой идеальный. И все. И укладываю. И получается вот такие конфетки. И ставлю на ночь в холодильник. Они немножко подморозятся. И можно есть. И на утро это будет нереально вкусно. Вот нужно настояться, знаете, этой массе. И на утро это так вкусно, вообще не оторваться. Короче, я советую, кто не пробовал, попробуйте. Это очень легко и просто. А главное, вкусно. Хотела показать, какой я беру маскарпоне. Вот от Пилос в Лидле. Это маленькая, 250 грамм. Вот такой. И обязательно берем одного чупсика. Без чупсика не получится ни одна вкусняшка. Скажи, чупсик, скажи. Такой стрижень, такой красавчик. И вот настал тот самый день, когда приезжает Сашка. Я очень рада. На самом деле у нас прошла очень быстро эта неделя, потому что мы с Чупсиком постоянно куда-то бегали, куда-то ходили, долго гуляли. Ну, как-то быстро прошла неделя. Но я очень скучала, если честно. Неделя прошла быстро, но в такой скуке. Без Сашки, конечно. Ну, блин, кто живет с парнями или с молодыми людьми, или с девушками, когда вторая половинка куда-то уезжает, вы понимаете, о чем я говорю? Когда вы все время вместе, что-то вот не то. Дом какой-то пустой. Не хочется. Я даже за эту неделю ничего лично для себя не приготовила. Потому что мне не хотелось. Конечно, я вчера приготовила суп для Сашки, но даже его не ела еще. И вот еще одно блюдо приготовлю. Уже практически оно на старте. Сейчас покажу вам, что я приготовила. Ну, в принципе, вот так и прошла наша неделя. Вы сами все видели. Я что-то там снимала. Вот постоянно отвлекаюсь, потому что смотрю в окно, у нас такое солнышко, и кто-то ходит, кто-то бродит. У нас вообще офигенный вид. У нас вид прямо на такую сторону, где сады, где люди гуляют, где травка, где цветут цветы. Да, вот такие дела, поэтому постоянно отвлекаюсь. Повторюсь, для себя ничего не готовила, но для Сашки одно удовольствие что-то приготовить. Он мне сказал, что-то легкое. И, конечно, я сегодня еще убралась дома. Такой порядок, вообще замечательно. Постельное белье еще нужно поменять. Я все сняла, постирала. Осталось его только поменять. Без Сашки это сложно сделать, потому что вот у нас кровать, видите, она к стенке. Ну. А с моим ростом я не дотягиваюсь вот до вот этого дальнего угла. Ну и мне сложно застелить там просто, не всякое такое сделать. Короче, жду Сашку. Для себя я ничего не готовила, я уже говорила. Сашка заказал что-то легкое. Я вот именно легкое приготовила. Точнее, не так, не приготовила, а только суп приготовила. И вот сейчас на старте одно из блюд. И вот оно выглядит вот так. Тут у меня кабачок с разными приправами. Вообще, какие у меня есть. Я насыпала всего-всего. Будет очень вкусно. Вот я вам зуб даю. Это самое вкусное легкое летнее блюдо. К сожалению, сейчас не лето, но когда начинают продаваться цукини или кабачки, мы всегда покупаем, потому что это вот это вот целый кабачок, он идет сегодня вот за один раз вот так вот. Тут просто помидор розовый, он более сладкий, но вообще любой помидор можно положить, будет вкусно. И наверх я положу сыр, и сыр смешаю с майонезом, тут это красиво плавится, знаете. Вот, получается, смешаю сыр с майонезом и шапочками такими разложу. И это все готовится в духовке вот до мягкости, вот как проткнуть, можно вилкой будет мягко кабачок. Вот все, как только он начинает протыкаться, все, блюдо готово. Действительно, мое самое любимое блюдо. Сейчас вам покажу, что у нас за окном. Вот о чем я вам говорила. Ну реально же офигенно тут ходить, смотреть, гулять. У нас самый красивый вид. Только за этот вид, мне кажется,
мы платим дороже. Плюс к нашей стоимости квартиры. Тут всегда так классно, тут все больше и больше происходит, ну, что-то ремонтируют, все больше и больше. Вот это здание уже скоро отремонтируют. Ой, какие у нас грязные окна. Это здание ремонтируют, то здание ремонтируют. Вообще классно. Вот здесь планируют открыть ресторан, но он уже полгода его планируют открыть. Вон дети бегают. Короче, красота, красота. И вот так в итоге получилось у меня это блюдо. Как только сыр подтаял, и вот кабачки вот такие мягкие, вот видите, они вот прям протыкаются вилочкой, проваливаются, я бы сказала, то все, это значит готово. Вышел напоследок еще на прогулку по центру Вроцлава. Самое смешное, что всю неделю была ужасная погода, холодно, дождь. У нас 2 или 3 из команды докупали себе тут одежду, куртку либо кофту. Не ожидали такой погоды. Но я, в принципе, привез все необходимое, просто пришлось одеваться в 4 слоя. Ну, в целом, неделя прошла быстро. Сегодня пятница, и мы уже не работаем, день отъезда. Так что часа 2 мне осталось до поезда. Последняя прогулка, и пойду выселяться из отеля. Вроцлав, конечно, очень красивый. Для меня, наверное, наравне с Краковом, таких 2 самых интересных города. Снимал мало, потому что мы здесь уже были, да, в принципе, по особо новым местам нас не водили в этой командировке. Были там наверху, мост Покутниц. Виды, конечно, прикольно, но было очень ветрено. Вход 12 злотых стоил. Рынок тут классный, красивый. Ходили почти каждый день через него. Посетили несколько заведений. Не все понравились, но в целом было неплохо. В целом Вроцлав очень приятный город для прогулок, особенно в теплое время. Есть, конечно, здесь проблемы с трафиком, очень много машин. В целом, ну, в центре, конечно, пешеходная часть. Но, кстати, что мы заметили, здесь очень даже недорого передвигаться на такси. На 3-4 выходило дешевле, чем на трамвае. Следующую командировку мы все ожидаем уже в Хатфилд, это в Англии. Мне, конечно, нужно получить визу, полякам это не нужно. А у нас еще 2 человека из Болгарии, им тоже вроде нужна виза. Ну, будем смотреть. Скорее всего, план такой, что осенью надо в британский офис уже поехать. Я давно хочу, конечно же. И сейчас, ну, карта побыта есть, только виза остается. Попалась еще какая-то барахолка антиквариата по пути. Ну, прикольно, конечно, посмотреть. Чего только нету. Посуда, какие-то картины. Просто старье, лампы. Металлические какие-то штучки. Какие-то пуговицы, значки, монеты. Даже какие-то старые боты. Вообще случайно оказалось на пути. Зашел еще перед отъездом в корейский магазин. Набрал всяких вкусняшек, лапши и такую пасту, карри, которую мы любим. Раньше заказывали на Allegro, но потом в других магазинах не видели. И тут как раз по хорошей цене была. Как раз такие вместо сувениров для Оли. Мы часто тут ходили, это недалеко от отеля. Я постоянно посмотрел на этот магазин. Ну и решил, что вот перед отъездом схожу, закуплюсь. Ну и очень много видов всякого разного. Уже дома покажем. И напоследок небольшой обзор лобби отеля. Здесь тоже есть свои гномы, как и везде во Вроцлаве. Вообще отель классный, до 4 звезд, прям шикарный, я бы сказал. Здесь классные завтраки. Есть, ну, какой-то бар, там пиво, вино, конечно, есть. Но я не пробовал. В целом отель мне очень понравился. Ну, конечно, 100 для 4 звезд, наверное, много. Особенно наши номера, которые были
привилегированная, но отель классный, соперничать со многими пятизвездочными. И вот Сашка пришел, ура! Дома Как пришел, тебе. приехал. Да. рад Да. встретить. Покажешь, И мы покажем, рады. что привез Сашка. Да. Он всегда что-то привозит. Хотя из Польши, я думала, ничего. Ну, смысл что-то Во привозить. Вроцлаве даже ничего такого. Но Саша включила специального не смекалочку. Смекалочку! Ну, Сашка, ты привозил, ты было. рассказывай. Рядом с отелем был прикольный корейский магазин. И каждый раз, когда мы проходили мимо него, я думал, все, вот перед отъездом точно зайду. Ну, как я и говорил, зашел. Мгм. Да блин, не знаю, все знают или нет, или кто-то не знает, но мы фанаты этой лапши. Мы просто когда-нибудь доберемся, когда-нибудь, может быть, доберемся до Кореи, я буду 15 раз в день есть эти лапшички. И, блин, я обожаю Ну эти и вот лапшички. эта находка. А, это наша любимая паста, именно фиолетовая. Не. Да, у нас такая есть оранжевая, оранжевая нам не так сильно понравилась, а вот фиолетовая прям вкус том яма, как и нужно. Она очень классная. Она офигенная, поэтому Ну, молодец, Сашка, лапша что и взял. лапша. Ну, короче, лапша. Тут много видов, но я должна была уделить внимание, потому что я вот такую никогда не видела, вообще никогда. Эту не видел, или наоборот, Вот эту эти, видел. ну, они Да, даже вот эти какие-то круглые. Вот эти никогда не видела. Вот джин Эти тоже мои новый. самые любимые. Вот эту тоже не видела. Вот это видела, это в Лидле продается иногда. Эту тоже не видела. Короче, вот эти вот. Я только вот это вот видела. Ну, вот эти вот самые классические. Вот это моя самая любимая. Лапша тут самая вкусная. А вот эти вот я вообще никогда не видела. Это классно, Сашка. Ты молодец. Проявил смекалочку и сообразительность. И Сашка еще привез вот такие напитки. Это вообще это комплимент от отеля. Ну, я не знаю, короче, это тебе там бесплатно давали бар? Ну да, типа. Ну, не сам бар, а... Ну, отдельно. Ну, да. Был в холодильнике отдельно бар, и там вот отдельно на полочке Отдельно, ну да. было вот такое, и Сашка привез. Ну все, теперь будем кушать. Потому что Сашка только пришел, переоделся, и будем кушать.